Охватил ли когда-нибудь коллективный разум человечества волна необъяснимого безумия? Подумайте только. В 2018 году подростки по всей Америке буквально травили себя, кусая капсулы со стиральным порошком ради интернет-славы. В то же время миллионы людей, несмотря на столетия научных доказательств, убедили себя в том, что Земля плоская. И прямо сейчас, пока мы говорим, в социальных сетях, вероятно, со скоростью лесного пожара распространяется какая-нибудь диковинная теория заговора. Загадка коллективного безумия. Что завораживает и ужасает в этих случаях? Это были не просто единичные проявления индивидуальной глупости. Это были массовые движения, коллективное безумие, охватившие целые народы, словно вирус. Но почему? Почему самые нелепые, поверхностные, а зачастую и опасные идеи распространяются со скоростью лесного пожара, в то время как глубокие истины с трудом находят свою аудиторию? Фридрих Ницше дал на этот вопрос суровый ответ более века назад, и сегодня он актуален как никогда. Ницше и «стадная мораль». Он писал: «Безумие редко встречается у отдельных людей, но в группах, партиях, нациях и эпохах оно является правилом». Задумайтесь об этом на мгновение. Сам факт присоединения к группе делает нас более подверженными безумию, а не менее. Стадность не делает нас мудрее, она делает нас более склонными к коллективным заблуждениям. Но почему? Что в человеческой природе заставляет нас отказываться от индивидуального суждения, как только мы присоединяемся к толпе? Ответ кроется в том, что Ницше называл самой опасной силой в человеческом обществе стадной моралью. Мораль как инстинкт принадлежности. Ницше сделал шокирующее заявление, которое до сих пор не устраивает большинство людей. Сама мораль не более чем стадный инстинкт. Она возникла не для того, чтобы помочь нам найти истину или сделать нас лучше. Она возникла, чтобы мы были послушными, предсказуемыми и равными. Мораль – это стадный инстинкт в человеке, писал он. Другими словами, то, что мы называем нашим моральным компасом, на самом деле всего лишь наш внутренний GPS-навигатор, призванный удерживать нас в безопасных границах группы. Это объясняет один важный момент, связанный с вирусными идеями. Они успешны не потому, что истинны или глубокие. Они успешны, потому что дают нам чувство принадлежности. Они дарят нам теплое, приятное чувство принадлежности к чему-то большему, чем мы сами. Интеллектуальный фастфуд цифровой эпохи. Подумайте, как это проявляется в нашу цифровую эпоху. Вирусными становятся не те идеи, которые заставляют нас мыслить глубже или подвергать сомнению свои убеждения. Они заставляют нас чувствовать себя умными, не прилагая никаких интеллектуальных усилий. Это интеллектуальный эквивалент фастфуда. Мгновенно насыщает, но не содержит питательных веществ. Когда кто-то делится мемом, уничтожающим оппозиционную политическую партию одним изображением, он не участвует в серьезном политическом дискурсе. Он просто демонстрирует членство в своем племени. Он говорит: «Послушайте, я один из вас. Я верю в то же, во что и вы. Я ненавижу то же, что и вы». Содержание не имеет значения. Значение имеет племенной сигнал. Именно поэтому теории заговора так эффективно распространяются. Они предлагают своим верующим чувство особого знания, принадлежности к просвещенному меньшинству, которое видит насквозь ложь, принимаемую всеми остальными. Но, как ни парадоксально, они достигают этого, создавая собственное стадо предполагаемых нонконформистов, которые мыслят одинаково. Страх одиночества и эксперименты Аша. Но здесь есть и нечто еще более глубокое. Ницше понял то, что о человеческой природе большинство из нас предпочло бы не знать. Мы ужасно боимся остаться в одиночестве. В 1950-х годах психолог Соломон Аш провел серию экспериментов, которые показали, насколько далеко простирается этот страх. Он предложил людям простую задачу на сопоставление линий. Какая из линий соответствует длине заданной линии? Ответ был очевиден. Даже ребенок справился бы с этим. Но вот в чем подвох. Аш помещал реальных испытуемых в комнаты с актерами, которым было поручено давать заведомо неверные ответы. Когда подошла их очередь, около 75% реальных испытуемых дали неверный ответ хотя бы один раз. Они буквально отрицали собственные доказательства, чтобы соответствовать группе. Фундаментальное препятствие к величию. Ницше считал эту психологическую слабость фундаментальным препятствием на пути к человеческому величию. Он писал: «Тот, кто хочет научиться летать, должен сначала научиться стоять, ходить, бегать, лазать и танцевать». Большинство людей даже не пытаются стоять в одиночку. Они никогда не учатся доверять собственному суждению, а не мнению других. Они так и не развивают психологическую силу, необходимую для самостоятельного мышления. Это просто слишком страшно. И почему это страшно? Потому что на протяжении всей истории человечества изгнание из группы означало смерть. Наши предки, которые были слишком независимыми, слишком пытливыми, слишком разными, не прожили достаточно долго, чтобы передать свои гены. Мы произошли от людей,
которые очень-очень хорошо умели подчиняться. Эта древняя программа все еще глубоко сидит в нашем современном мозге. Когда мы видим, что все остальные во что-то верят, чем-то делятся, над чем-то смеются, наш примитивный мозг кричит: «Присоединяйтесь, иначе останетесь позади». Ресентимент – темная сторона стадной психологии. В результате мы не просто терпим глупые идеи, мы активно их ищем. Они кажутся нам безопасными, они кажутся знакомыми, они кажутся нам домом. Но Ницше выявил еще более темный аспект стадной психологии – позитивное удовольствие, которое мы получаем, нападая на любого, кто осмеливается думать иначе. Он назвал это ресентиментом, глубокой, ядовитой обидой, которую среднестатистический человек испытывает к любому, кто возвышается над толпой. Это не просто безразличие к совершенству, это активная враждебность к нему. Подумайте, как это проявляется в нашей современной культуре. Когда кто-то добивается успеха, становится новатором или просто отличается от других, какой первый инстинкт возникает? Найти способ его унизить, высмеять, найти в нем изъян, лицемерие, момент слабости, который доказывает, что он такой же, как все. Социальные сети как оружие ресентимента. Социальные сети превратили этот инстинкт в оружие. Разделы комментариев на любой платформе полны людей, которые, кажется, искренне радуются, уничтожая любого, кто осмеливается выделиться. Чем большего кто-то добивается, тем яростнее становятся нападки. Именно поэтому глупые идеи часто становятся вирусными, и именно потому, что они высмеивают интеллект, экспертность или независимость мышления. Они не просто объединяют людей вокруг общей веры, они объединяют людей вокруг общего врага, элит, экспертов, всезнаек, которые считают себя лучше всех остальных. Есть какое-то извращенное удовлетворение в вере в то, что все умные люди на самом деле глупы, что все эксперты на самом деле неправы, что ваш здравый смысл превосходит их вычурное образование. Это высшая форма мести стада любому, кто осмеливается пастись за оградой. Когнитивная легкость и социальное доказательство. А теперь давайте разберемся в психологических механизмах, которые делают глупые идеи такими притягательными. Лауреат Нобелевской премии Дэниел Канеман открыл нечто важное в работе нашего мозга. Мы запрограммированы отдавать предпочтение идеям, которые кажутся легкими для восприятия. Он назвал это когнитивной легкостью ощущением, которое возникает, когда информация плавно и без помех протекает через наш разум. Простые, знакомые и многократно встречающиеся идеи буквально кажутся более верными, чем сложные, новые или вызывающие вопросы. Вот почему кликбейт так хорошо работает. Заголовки вроде «Вы не поверите, что сделала эта знаменитость» или «Этот странный трюк», который ненавидят врачи, полностью игнорируют наше аналитическое мышление. Они кажутся простыми для восприятия, поэтому наш мозг воспринимает их как достоверные. Но здесь действует второй психологический принцип, который усиливает эффект. Психолог Роберт Челдини выделил то, что он назвал социальным доказательством. Наша склонность оглядываться по сторонам и копировать действия других, особенно когда мы не уверены. Когда мы видим, как тысячи людей делятся, лайкают или комментируют какую-то идею, наш мозг производит простой расчет. Если все в нее верят, значит, это правда. Мы не думаем об этом осознанно, но наше подсознание воспринимает популярность как признак истины. Сложите эти два принципа – когнитивная легкость плюс социальное доказательство, и вы получите идеальный рецепт вирусной ерунды. Идея, которая кажется простой для понимания и которую, кажется, принимают многие, распространится среди населения, словно идеально разработанный вирус. Ваш мозг не спрашивает «это правда?», он спрашивает «вам кажется, что это правда?» И думают ли так же другие? Если ответ «да», вы уже заражены. Это объясняет все, от интернет-мемов до политических движений и финансовых пузырей. Идеи, которые распространяются быстрее всего, это не те, которые соответствуют реальности. Они соответствуют нашим психологическим предубеждениям. Власть эмоций в цифровую эпоху. Вот тут-то и начинается самое интересное. Исследователи обнаружили, что разные типы контента распространяются в социальных сетях с совершенно разной скоростью. И здесь прослеживается четкая закономерность. Контент, вызывающий сильные эмоции, распространяется гораздо быстрее, чем контент, который просто информирует. Гнев распространяется быстрее фактов. Юмор распространяется быстрее анализа. Страх распространяется быстрее утешения. Возмущение распространяется быстрее нюансов. Это не случайность и не ошибка в работе социальных сетей. Это особенность человеческой психологии. Мы социальные существа, и обмен эмоциями – один из основных способов установления связи. Когда мы смеемся над одной и той же шуткой или злимся на одну и ту же несправедливость, мы создаем и укрепляем социальные связи. Но вот что важно. Алгоритмы социальных сетей научились эксплуатировать именно эти психологические уязвимости. Они предназначены для показа контента, вызывающего сильные эмоциональные реакции,
потому что именно он заставляет нас прокручивать, кликать и делиться. Алгоритму не важно, правдив ли контент, его волнует, насколько он интересен. Это создает систематическое предпочтение эмоциональной манипуляции вместо фактической точности. Проблема в том, что правда часто не эмоциональна. Реальность часто скучна, сложна и неопределенна. Она не дарит нам эмоционального подъема, который возникает от общего возмущения или коллективного смеха. Поэтому то, что распространяется, не то, что истина. Важно то, что кажется важным. И ничто не кажется более важным, чем то, что вызывает у нас сильные чувства и чем мы можем поделиться с другими, чтобы создать чувство единства. Факты против интерпретаций. Ницше понимал это в человеческой природе. Он писал, что фактов нет, есть только интерпретации. Он не был постмодернистским релятивистом. Он наблюдал, что люди на самом деле не реагируют на сырую информацию. Мы реагируем на истории, эмоции и смыслы. Стадность усиливает чувства, а не факты, потому что обмен чувствами углубляет общность так, как никогда не сможет обмен информацией. Когда мы коллективно высмеиваем одну и ту же цель или гневаемся на одного и того же врага, мы не просто обмениваемся информацией, мы проводим ритуал племенного сплочения, цивилизационные последствия стадного мышления. Но именно здесь идеи Ницше становятся по-настоящему пугающими. Он не просто описывал интересную особенность человеческой психологии, он предупреждал о цивилизационных последствиях стадного мышления. Когда общество оказывается во власти стадных ценностей, когда конформизм становится высшей добродетелью, а независимость мысли величайшим грехом, оно неизбежно скатывается в то, что он называл посредственностью. Лучший способ развратить юношу – это научить его ценить тех, кто думает так же, как он, выше тех, кто думает иначе. Оглянитесь вокруг на текущую ситуацию. Сколько наших учреждений активно поощряют независимое мышление, а не подчинение групповому мнению? Сколько наших школ учат учеников подвергать сомнению популярные идеи, а не принимать правильные взгляды? Сколько наших СМИ поощряют искренние дебаты, а не групповую поддержку? Ответ тревожный, и ситуация ухудшается. От мемов к политике. История рухнувших обществ. Когда глупые идеи становятся вирусными, они не просто развлекают нас. Они формируют политику, влияют на выборы и определяют направление развития целых цивилизаций. Те же психологические механизмы, которые заставляют нас делиться мемами, заставляют нас голосовать за кандидатов, поддерживать идеи и принимать объяснения сложных проблем. История полна примеров обществ, которые рухнули не потому, что им не хватало умных людей, а потому, что их умные люди были подавлены толпой. В Советском Союзе были блестящие ученые и мыслители, но их заставляли подчиняться идеологической ортодоксальности. Население нацистской Германии было одним из самых образованных в мире, но образование стало инструментом конформизма, а не самостоятельного мышления. Схема всегда одна и та же. Во-первых, самостоятельное мышление становится социально затратным. Затем это становится профессионально опасным. Наконец, это становится буквально невозможным, поскольку стадо берет полный контроль над информацией, образованием и социальными вознаграждениями. Мы еще не достигли этой цели, но движемся в этом направлении. И скорость современных коммуникаций значительно ускоряет этот процесс. Что произойдет, когда коллективная мудрость толпы превратится в коллективное безумие толпы? Что произойдет, когда демократизация информации станет демократизацией заблуждения? Это уже не абстрактные философские вопросы. Это неотложные практические проблемы, которые определят будущее человеческой цивилизации. Сопротивление и интеллектуальная смелость. Сопротивление все еще возможно, но оно требует того, что Ницше называл интеллектуальной смелостью, готовности мыслить так, чтобы это могло изолировать вас от толпы. Для начала нужно научиться распознавать физиологические признаки стадного мышления в себе. Когда вы чувствуете прилив праведности, когда делитесь чем-то, что уничтожает ваших врагов, остановитесь. Когда вы чувствуете теплое сияние принадлежности, когда вам нравится то же, что и всем остальным, усомнитесь в этом. Когда вы чувствуете удовлетворение от уверенности в сложных вопросах, усомнитесь в этом. Эти чувства не ведут к истине. Это предупреждение о том, что у вас активизировался стадный инстинкт. Во-вторых, развивайте то, что можно назвать когнитивной тренировкой сопротивления. Намеренно ищите идеи, которые вызывают у вас дискомфорт не потому, что они обязательно верны, а потому, что дискомфорт часто является признаком выхода из зоны интеллектуального комфорта. Заставьте себя рассматривать самые сильные версии аргументов, с которыми вы не согласны. В-третьих, практикуйте искусство говорить «я не знаю». В мире, где быстрые решения ценятся больше, чем тщательное обдумывание, признание неопределенности стало радикальным поступком. Большинство вирусных идей успешны,
потому что они предлагают ложную уверенность в сложных вопросах. Противоядие – смириться с подлинной неопределенностью, предпочесть честное замешательство самоуверенному заблуждению. И, наконец, принять социальную цену интеллектуальной независимости. Ницше был предельно честен в этом. Личности всегда приходилось бороться, чтобы не быть подавленной толпой. Эта борьба никогда не заканчивается. Всегда будет давление, вынуждающее конформироваться, упрощать, идти за толпой. Стадность дает немедленные плоды. Принадлежность, уверенность, удовлетворение от того, что мы на одной волне со всеми остальными. Независимое мышление дает нечто иное, возможность подлинного понимания, даже если оно сопряжено с одиночеством и сомнениями. Могила духа – цена конформизма. Вот неудобная правда. Ницше сразу бы понял, что мы окружены не просто глупыми идеями. Мы активно создаем мир, в котором умные идеи не выживут. Каждый раз, когда мы отдаем предпочтение вирусному, а не ценному, мы приучаем наш коллективный разум жаждать интеллектуального фастфуда. Каждый раз, когда мы превращаем сложность в дешевую простоту, мы создаем культуру, не способную справиться с нюансами. Каждый раз, когда мы выбираем утешительное согласие вместо сложного противоречия, мы все глубже погружаемся в то, что Ницше называл могилой духа. Настоящая опасность заключается не только в том, что отдельные люди верят в глупости. Вся наша информационная экосистема развивается, чтобы порождать и поощрять глупость. Алгоритмы усиливают наши худшие порывы и подавляют лучшие. Подумайте, что это означает для следующего поколения. Дети не просто время от времени сталкиваются с плохими идеями. Они растут в системах, которые систематически перепрограммируют их сознание, эксплуатируя те самые слабости, о которых нас предупреждал Ницше. Он выразился резко, что меня не убивает, делает меня сильнее. Но он также намекнул и на обратную сторону. То, что делает нас комфортными, делает нас слабыми. А мы построили мир, призванный обеспечить нам максимальный комфорт. Результат своего рода интеллектуальный диабет. Мы объелись таким количеством ментального сахара, что потеряли способность усваивать настоящую пищу. Многие не могут отличить глубокое понимание от умной чепухи. И дело уже не только в индивидуальном выборе. Структурные силы теперь определяют распространение идей, и они все больше противоречат глубокому, сложному мышлению, необходимому для процветания человека. Выбор между комфортом и смыслом. Мы не просто выбираем глупые идеи, мы становимся теми существами, которые не могут не выбирать их. Тем не менее, даже сейчас выбор есть. Стадо обещает комфорт, принадлежность и сладкое чувство уверенности быть рядом со всеми остальными. Но Ницше предложил нечто гораздо более редкое. Стадо дает утешение, свобода мысли дает смысл. Вы можете оставаться в безопасности в стаде, или же вы можете принять одиночество и трудности самостоятельного мышления. Потому что в мире, где глупые идеи становятся вирусными именно потому, что они глупые, самым радикальным поступком может быть просто начать мыслить ясно. В культуре, поощряющей конформизм, величайшим бунтом может стать вопрос о том, что принято всеми. Стадо всегда будет радо приветствовать вас. Но как только вы почувствуете вкус истинной самостоятельности мышления, как только вы ощутите смысл самостоятельного мышления, вы поймете, почему Ницше считал, что это стоит любых денег. Так что спросите себя, можете ли вы позволить себе думать самостоятельно? Или, что еще важнее, можете ли вы позволить себе не думать? Потому что, в конце концов, самая глупая идея – это верить, что кто-то другой может думать за вас. А если вы знаете кого-то, кто верит в каждую теорию заговора, всплывающую в его ленте, или кого-то, кто без колебаний принимает каждое модное мнение, поделитесь этим с ним. Не для того, чтобы доказать, что вы умнее, а потому, что нам всем нужны напоминания. В эпоху, когда проще всего следовать за толпой, настоящая революция может заключаться в том, чтобы просто думать самостоятельно.